Привет, друзья! Андрей Малахов – целеустремленный, энергичный телеведущий, успешный продюсер, который обладает привлекательной внешностью и умением раскрывать чужие тайны. Большинство зрителей охарактеризовали Андрея как истинного искателя справедливости, пытающегося с помощью взаимопонимания и компромисса положительно повлиять на судьбы людей. Многих поклонников телеведущего интересует, как он достиг такого успеха, через что ему пришлось пройти и какие гонорары у шоумена. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк, а мы расскажем, как живет Андрей Малахов и сколько он зарабатывает. Андрей Малахов родился 11 января 1972 года в небольшом городе Апатиты Мурманской области в семье геофизика и воспитательницы детского сада. Учился он в одном классе с Евгением Рудиным, более известным как DJ Groove. После школы он поступил на факультет журналистики в МГУ. Во время учебы проходил практику в издании газеты «Московские новости», занимаясь разделом культуры, а также стал автором и ведущим программы «Стиль» на радио «Максимум». В 1996 году Малахов стал редактором текста, а потом и ведущим программы «Доброе утро». В то время его зарплата составляла 90 тысяч рублей в месяц. В 2001 году в эфир УРТ впервые вышло ток-шоу «Большая стирка», позже переименованное в «5 вечеров», затем в «Пусть говорят». Успех проекта был феноменальным. Каждый вечер в течение часа Андрей Малахов обсуждал с гостями студии злободневные проблемы – разводы и измены, семейные проблемы. Под прицел попадали как обычные люди, так и знаменитости. Вскоре Малахова стали называть лицом Первого канала. Андрей Малахов был ведущим «Пусть говорят» на протяжении 16 лет. Помимо «Пусть говорят», Андрей Малахов на протяжении многих лет был ведущим таких шоу на Первом канале, как «Золотой граммофон», «Малахов плюс Малахов», «Евровидение 2009», «5 звезд», «Сегодня вечером с Андреем Малаховым» и многих других. В ноябре 2007 года Андрей основал глянцевое издание Star Hit и стал его главным редактором. Журнал выпускает интервью со звездами эстрады и кино, а также новости, скандалы и сплетни шоу-бизнеса. На протяжении 13 лет журнал приносит шоумену более 200 тысяч рублей в месяц. В 2009 году Андрей появился на свадьбе Евгения Плющенко и Яны Рудковской под ручку с Натальей Шкулевой, дочерью владельца медиахолдинга Hearst Шкулев Медиа, издательницей журнала «Эль». К слову, сейчас Малахов является главным редактором журнала Star Hit в издательском доме тестя. Известно, что пара познакомилась на работе, но они не подтверждали официальные отношения до свадьбы друзей. В июне 2011 года Андрей и Наташа сыграли свадьбу во Франции, в Версальском дворце, где аренда одного зала обходится не меньше, чем 150 тысяч евро. Дату свадьбы перенесли на месяц раньше и держали в строгой секретности, после шумихи в СМИ, которая появилась по поводу предстоящего торжества. Это событие пара отпраздновала в семейном кругу. Наталья Викторовна Шкулева родилась 31 мая 1980 года. Жена Малахова успешно окончила МГИМО по специальности юриста по международному праву. После окончания МГИМО Наталья Шкулева продолжила учебу в Лондоне. В 2008 году Наталью Викторовну назначили издателем журнала Departures. В 2009 году Наталья Шкулева стала издателем журналов «Мари Клэр» и «Домой. Интерьеры плюс идеи». С этого же года Наталья Шкулева является издателем группы журналов «Эль». Малахов является крестным отцом детей Филиппа Киркорова, дочери Аллы Виктории и сына Мартина. Летом 2017 года стали распространяться слухи о том, что Малахов не будет задействован в новом телесезоне шоу «Пусть говорят» из-за внутреннего конфликта в команде. Журнал «Эль» подтвердил информацию об уходе Андрея с ток-шоу «Пусть говорят». Причиной стал декретный отпуск шоумена. Согласно данным издания, Наталья Шкулева, она же главный редактор журнала, была беременна. Спустя несколько месяцев после увольнения Малахов прокомментировал свое решение тем, что руководство канала не замечало в нем человека, который не только умеет что-то делать, но и приносит значительную прибыль для канала. По мнению Андрея, для продюсеров он оставался мальчиком, подающим кофе, как это было в то время, когда Малахов только начал работать на канале. Все это и стало причиной смены работы. Мне позвонили с канала «Россия-1» и предложили стать продюсером собственной программы, человеком, который будет сам решать, что делать, как вести и какие темы освещать, объяснил он в интервью. Это тот же Андрей Малахов в кадре, к которому все привыкли, просто с большей свободой действий, большим пониманием того, что нужно зрителю, добавил ведущий.
16 ноября 2017 года в клинике Лапина у Андрея и Натальи родился сын. На выборе имени первенца журналист заработал 250 тысяч рублей. Он предложил зрителям прямого эфира проголосовать за то имя, которое им больше нравится. Лидерами стали два варианта – Николай и Александр. Победил второй вариант. Еще в ноябре появилась информация о выпуске нового шоу с Малаховым, схожее с «Сегодня вечером», которое он вел на Первом канале. Премьера программы, которая получила название «Привет, Андрей», состоялась 16 декабря 2017 года. Известный телеведущий имеет множество источников дохода. В год он зарабатывает около 1 миллиона 400 тысяч долларов. Каждое эпизодическое появление в фильме приносит ему около 200 тысяч рублей в сутки. Ежемесячный заработок Андрея на Первом канале составлял 50 тысяч долларов, и это не считая индивидуальные заработки за ведение концертов и других шоу. За все время работы на Первом телеведущий сколотил неплохое состояние – около 15 миллионов долларов. Ежемесячный заработок на канале «Россия-1» составил также 50 тысяч долларов. Долгое время Малахов не соглашался участвовать в рекламных роликах, считая это потерей статуса, но в 2017 году Малахов заключил первый контракт с французской компанией Essilor, которая производила линзы для очков. Хоть сумма гонорара официально не разглашается, но по непроверенным сведениям шоумен получил более 2 миллионов рублей. Малахов должен был не только сняться в ролике, но и постоянно рекламировать продукт. Кроме того, Малахов зарегистрировал новое медиа ТВ-Хит. Его доля в уставном капитале бизнеса составляет 50%. Компания занимается производством множества известных шоу «Когда все дома», «Спокойной ночи, малыши», «60 минут» и другие. Ежемесячно Малахов зарабатывает на продюсировании не менее 5 миллионов рублей. Не стоит забывать о том, что Малахов часто становится ведущим различных мероприятий, а также частных корпоративов. За возможность видеть телеведущего на своем торжестве придется отдать минимум 50 тысяч долларов. В пиковый сезон, например, в новогодние праздники, ведение корпоративов и прочих торжеств приносит доход в размере нескольких сотен тысяч долларов. Журналист активно ведет свою страницу в Instagram, где у него 2,5 миллиона подписчиков. Там он анонсирует новые выпуски своих передач и другие важные новости. Кроме того, страница в Instagram также приносит ему хороший доход. За размещение рекламной публикации он получает от 250 тысяч рублей. Живет Малахов вместе со своей семьей в апартаментах на Остоженке, напротив храма Христа Спасителя. Этот район считается самым элитным в Москве. Раньше в нем проживали только дворяне, а сейчас обеспеченные люди России. Известно, что для покупки квартиры в этом районе нужно не только иметь большой доход, но и понравиться риэлторам, которые могут увеличить стоимость или вовсе отказать в продаже жилья. Квартира Малахову досталась примерно за 6 миллионов рублей, что является довольно низкой ценой для этого района. Каждый квадратный метр может стоить от 30 тысяч долларов. Друзья, давайте пожелаем ведущему здоровья, уверенности, блестящих идей, постоянного совершенствования и большой удачи. Пожелаем с каждым днем расширять границы своего счастья и приумножать все свои успехи. Будь востребованным ведущим и оставайся прекрасным человеком. Гонорар какой публичной личности вы хотите узнать? Свои пожелания оставляйте в комментариях. Переходите на другие ролики нашего канала, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. До скорых встреч, пока!